Вот момент, которого ARMY никогда не ожидали, наконец-то произошел. Чингук, самый младший участник феноменальной группы BTS, появился на публике с шокирующим признанием, раскрыв эмоциональные раны, которые он все это время скрывал. Этот момент не только потряс сердце его фанатов, но и вызвал широкий глобальный резонанс вокруг давления, которое вынужден нести мировой суперзвезда. Даже после недавнего возвращения со службы. С 15 июля Чингук официально снял военную форму, ознаменовав конец почти двухлетней обязательной службы. Многие думали, что этот момент станет поворотной точкой, полной счастья для золотого мака. Однако реальность, которая открылась, разбила сердце фанатов. На закрытой внутренней встрече, которая просочилась в СМИ, Чингук не смог сдержать слез, делясь своими сокровенными чувствами со своей командой и менеджментом. Я знаю, что все ждали этого момента, моего возвращения. Но честно, я не так силен, как вы думаете, сказал он дрожащим голосом. Эти слова повергли комнату в тишину, и только его тихие всхлипы заполнили воздух, больше не в силах сдерживаться. Все это время Чингук был известен как человек сильный, всегда улыбающийся перед камерами, вдохновляющий миллионы по всему миру. Однако это признание приоткрыло занавес над темной стороной, редко видимой публикой. Он говорил о одиночестве, которое охватило его во время службы, о глубоком чувстве потери и травме, которая вернулась после инцидента с преследователем, угрожавшего его безопасности. «Иногда мне кажется, что мне негде дышать», — тихо признался он. «Я вас всех люблю, но бывают моменты, когда мне страшно. Страшно от внимания, страшно от всех ожиданий, возложенных на меня». Одно из того, что Чингук открыл, это глубокая травма, вызванная инцидентом в июне 2025 года, когда фанатик попытался проникнуть в его дом всего за несколько недель до завершения его службы. Об этом случае сообщал BBC News, и он привлек международное внимание. В тот момент я действительно почувствовал себя вне безопасности, даже в том месте, которое должно было быть самым безопасным, сказал Чингук со слезами. С того инцидента я часто просыпаюсь ночью, боясь, что кто-то может ворваться и причинить мне вред. Это признание открыло глаза многим на опасности чрезмерного фанатизма и то, насколько уязвимыми могут быть мировые артисты под постоянным вниманием публики. Не только физически, но и морально груз, который несет Чингук, никогда не виден за вспышками камеры, величественными сценами. После почти 2 лет ожидания фанаты надеялись, что возвращение Чингука станет началом новой главы счастья для BTS и ARMY. Однако это эмоциональное признание вызвало большой вопрос, готов ли Чингук на самом деле вернуться в мир шоу-бизнеса, полного давления. По слухам, агентство HYB BTS рассматривает возможность отложить некоторые сольные и групповые мероприятия Чингука, чтобы дать ему больше времени на восстановление психического состояния. Один из источников заявил: «Состояние Чингука — наш главный приоритет. Мы не хотим заставлять его возвращаться, если он не готов». Тем не менее, агентство пока не сделало официального заявления, оставив публику с множеством вопросов о будущем айдола и долгожданном графике камбэка BTS. Момент, когда Чингук плакал и делился своим искренним признанием,
тронул миллионы людей по всему миру. Многие фанаты признались, что чувствуют вину за то, что не осознавали, какую ношу несет их кумир. Один фанат написал на X: «Мы всегда хотели, чтобы он улыбался. Но, может быть, мы забыли, что он человек, которому тоже может быть больно». Видео, на котором Чингук вытирает слезы, сейчас становится вирусным на разных платформах. В клипе он мягко говорит: «Я просто хочу быть счастливым Чингуком, а не Чингуком, который всегда должен быть сильным». Эти слова тут же стали широко распространенной цитатой, заставив многих осознать, что за великим именем BTS стоит молодой человек, который в тишине борется со своими демонами. Хотя эта новость оставила болезненный след в сердцах ARMY. Надеются, что поток поддержки со всего мира даст Чингуку силу подняться снова. Фанаты пообещали дать ему пространство. Время, необходимое для эмоционального исцеления. Сейчас все взгляды обращены на следующий шаг Чингука и будущее BTS. Возьмет ли он более длительный перерыв перед возвращением на сцену? Осуществятся ли планы воссоединения BTS в конце этого года, как планировалось? Эти вопросы остаются без ответа, но одно можно сказать точно: миллионы сердец по всему миру сейчас полны решимости защитить и дорожить золотым Мака в более здоровом, более любящем окружении. После того, как признание Чингука получило широкую огласку, HYB сразу же стал центром внимания общественности. Многие ждали официального заявления, но на момент этого отчета агентство лишь опубликовало краткую строку через своего представителя. Мы осведомлены о повышенном внимании к недавнему заявлению Чингука. На данный момент наше главное внимание направлено на психическое здоровье и благополучие нашего артиста. Мы просим общественность понять и дать ему пространство и время, в которых он нуждается. Это заявление лишь вызвало больше вопросов у фанатов. Почему не было конкретных действий раньше? Если Чингук все это время тайно нес такой тяжелый эмоциональный груз, почему инцидент с преследователем, угрожавшим его безопасности, не был принят более серьезно с самого начала? Хэштег решетка HypeSpeakUp начал появляться на платформе X. Тысячи фанатов требовали от агентства более детального объяснения мер по защите их артиста, особенно после случая с проникновением в дом Чингука несколько недель назад, который стал международной новостью. Вскоре после того, как признание Чингука стало вирусным, другие участники BTS начали выражать поддержку, хотя большинство не упоминали детали напрямую. Шуга, известный своей мудростью, написал на Уиверс: «Никто не может понять тяжесть чьего-то пути, если не прошел теми же шагами. Я горжусь Чингуком за смелость открыться. Мы всегда с ним, несмотря ни на что». Джимин, известный своей близостью к Чингуку, якобы был в слезах, услышав признание. Один из присутствовавших сотрудников сказал, что Джимин неоднократно обнимал Чингука после встречи и говорил: «Ты не один. Тебе не нужно нести это все в одиночку. Ты тоже подал знак поддержки». Через свою историю в Инстаграм, выложив фото вечернего неба с короткой подписью: «Для тебя, кто всегда старается быть сильным. Разреши себе отдохнуть». Фанаты сразу связали это с Чингуком, зная об их долгой дружбе со времен дебюта BTS. До появления этого признания.
Ходили сильные слухи, что BTS планирует масштабное воссоединение в конце 2025 года после прохождения всеми участниками военной службы. Но теперь, с учетом эмоционального состояния Чингука, раскрытого публике, многие задаются вопросом, состоится ли все по плану. Известный корейский журналист заявил в ток-шоу, что есть вероятность, что HYB отложит крупный проект BTS, чтобы обеспечить психическое здоровье Чингука. ARMY, конечно, хочет возвращения BTS. Но все согласны с тем, что здоровье артиста намного важнее, чем график камбэка, сказали они. Тем временем несколько аналитиков музыкальной индустрии считают, что откровенность Чингука может на самом деле стать поворотным моментом, который укрепит группу. Если они вернутся после этого шторма, связь между BTS и ARMY станет сильнее, чем когда-либо, сказал мировой музыкальный эксперт. Признание Чингука вызвало не только слезы, но и реальные действия со стороны фанатов. Сотни тысяч ARMY из разных стран начали цифровую кампанию под названием «Решетка против Тюнкаак», требуя от HYB ужесточить охрану и обеспечить максимальную защиту для айдола. Онлайн. Петиция с требованием к агентству предоставить круглосуточную охрану и установить более строгие системы безопасности. В доме Чингука собрала более 3 миллионов подписей всего за 2 дня. Многие фанаты заявили, что слава никогда не должна стоить приватности и чувства безопасности артиста. К поп-индустрии.